Здравствуйте, коллеги и друзья! Сегодня у нас позитивный видеовыпуск. Сегодня мы смотрим доминации USDT, все капитализации, капитализация общая, капитализация Total 2 альткоинов и отдельно капитализация альткоинов без эфириума Total 3. Ну и плюс, конечно же, биткоин. Смотрим это мы в разрезе с индикатором RSI, который нам подсказывает сейчас, что рынок должен отскочить вверх, причем очень неплохо. И вчера мы уже видели, что альткоины некоторые, не некоторые, а многие альткоины начали расти. Какие-то альткоины выросли на 10, какие-то на 15, какие-то на 25, какие-то на 35%. Кто меня не знает, меня зовут Рустам Васильевич, я криптотрейдер, инвестор с 2019 года. С этого времени мы показали очень хороший результат в нашем закрытом клубе трейдеров. Продолжаем эффективно работать, и в середине марта у нас будет мероприятие большое, огромное по выводу ваших портфелей из просадки. Поэтому, кому это интересно, я думаю, сейчас многим это важно, потому что у многих просадка идет по портфелям, то, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Информацию вы получите немного позже и на этом YouTube-канале, и в нашем Telegram-канале. Это будет огромная польза для вас. И мы начинаем с доминации USDT. Сегодняшний пост, который я выложил, советую всем почитать. Но прежде чем начнем, я вас хочу пригласить читать посты, которые пошли с 23 февраля. Это взаимосвязанные между собой посты, которые помогут вывести ваш портфель из просадки. И это начинается с того, что если у вас портфель в просадке минус 50, минус 70 или даже минус 90, то цикл этих постов вам поможет вывести ваш портфель из просадки. И теперь возвращаемся к доминации USDT. Ну, давайте лучше на график сам посмотрим, чтобы все было четко видно. Обратите внимание, где сейчас находится у нас RSI. RSI доходил до своей пунктирной линии. Сейчас он пунктирную эту линию пробил вверх. Это было в прошлом тоже. Обратите внимание на прошлое, на этот момент. Сейчас мы прям будем красным это отмечать. Обратите внимание, вот прошлый момент. RSI пробивает свою пунктирную. Что это нам показывает? Это показывает нам хаи на доминации USDT. Сейчас RSI также на недельном таймфрейме пробил опять-таки свою пунктирную. Вот это хаи уже над доминацией USDT. Обратите внимание также на прошлое, ну где график еще не пробивал, а просто приближался к пунктирной, он показывал тоже локальные хаи. Здесь, здесь, ну раньше там был спуск. В общем, мы все видим. О чем это говорит? О том, что когда доминация USDT развернется и будет падать вниз, так как это уже ее хаи, то мы увидим продолжение роста и биткоина, и альткоинов. Вот вчера альткоины постреляли, если можно так сказать, какие-то даже там на 35%. Естественно, если мы будем видеть доминацию падающей, а падать она будет сильно, потому что это у нас сейчас недельный таймфрейм, то это падение будет ощутимо. То мы увидим, что биткоин пойдет на свои примерно 85, может там выше. Мы об этом говорили уже, где цели у биткоина на рост. А альткоины могут нам показывать иксы в этом случае. Давайте на биткоин теперь перейдем. Что у нас на биткоине в разрезе с графиком RSI? Итак, мы видим, что RSI пришел к нижней своей пунктирной на данный момент. Это говорит о том, что говорит о перепроданности уже биткоина. Обратите на прошлое. Когда график приходил к пунктирной, у биткоина нащупывалось уже дно. Вот сейчас график тоже пришел к нижней пунктирной, у биткоина где-то сейчас может нащупываться дно. Мы об этом тоже говорили, что дно у биткоина может быть в данном случае в районе 54-56 тысяч долларов, если биткоин не пробьет 85. Он сейчас может сходить в район 80-85, и если 85, где-то 86 он там пробивает, то мы зафиксируем дно на биткоине в районе 60 тысяч долларов. Если он не пробьет 85, у него будет спуск к 54. И как раз тут доформируется вот это вот дно на биткоине. Теперь посмотрите и в прошлое также. Вот RSI. Вот RSI у нас приходил к пунктирной тоже. Вот дно биткоина. RSI вот тут чуть-чуть не добил до пунктирной. Это у нас current dump был. Так, дальше. Вот RSI пришел к пунктирной своей нижней. Вот дно на биткоине.
Понимаем, да, что на недельном таймфрейме, когда RSI приходит к своей нижней пунктирной, биткоин уже где-то тут нащупывает дно. Допустим, сейчас биткоин 68 тысяч долларов. И если биткоин спускается, допустим, там на 56, как мы говорили, да, это идет формирование дна. То есть это идет, ну, вот такая же консолидация, как вот здесь была. То есть тут ощутимое было снижение во время формирования дна биткоина. Вот здесь вот эти моменты, они кажутся маленькими, но это недельный таймфрейм, там была тоже хорошая волатильность на более младших таймфреймах. То же самое и тут. То есть это формирование дна. И мы можем сейчас его увидеть. Опять-таки, повторяемся. Если биткоин не пробьет 85. Почему? Почему 85? Потому что здесь на биткоине формируется вот этот клин, и приход к верхней линии этого клина, это где-то вот и есть там 80-85, примерно, грубо говоря. То есть нам надо увидеть пробой этого клина вверх, чтобы вот здесь зафиксировать уже дно биткоина на данном этапе. Если не пробивает, то поэтому спускается вниз на 54-56. И вот здесь фиксироваться будет дно на биткоине. Хорошо, давайте теперь переходить на капитализации. Или давайте так сделаем. Прежде чем мы перейдем на капитализации всего рынка, капитализацию альткоинов и посмотрим, какая картина там, я попрошу всех поставить лайк этому видео, потому что оно, я думаю, сверхполезно для вас. Для того, чтобы алгоритмы YouTube распространяли его на большее количество пользователей. Ну и плюс я хочу вам предоставить бонус. Я его на каждом видео озвучиваю, этот бонус. Это альткоин, который вы сможете добавить себе в портфель, который завязан на новых технологиях. Потенциал на рост у этого альткоина в 2,5-3 тысячи%. И я думаю, это только начальный его потенциал, потому что данный альткоин толкает правительство, ну, будет толкать правительство США и BlackRock, они под него завязывают токенизацию активов. Это главный альткоин, под который завязывается токенизация всех мировых активов и недвижимости, и акций, и чего угодно, и кофе, и чая. Поэтому забирайте этот бонус, пусть он у вас будет в портфеле. Если какой-то форс-мажор, ваш портфель не соскамится. Вы благодаря этому бонусу, этому альткоину спасете ваш портфель. Он находится в описании под видео, там наш чат-бот, который вам его выдаст. Ну и плюс к нему сразу же там цели на его рост. Очень удобно. Так, переходим на капитализацию всего криптовалютного рынка. Что у нас тут происходит? Опять в разрезе с графиком RSI, с индикатором RSI. То же самое, что у нас было и на биткоине. Обратите внимание, RSI уже перепродан. Здесь уже может где-то нащупываться дно у всего криптовалютного рынка. Это у нас total. Это все вместе. Тут вся капитализация и биткоина, и всех альткоинов. Также и в прошлом видим, где у нас было дно. Вот тут дно нащупывалось. Вот RSI пришел тоже вниз. Вот тут дно было после падения глобальной медвежки. Вот RSI пришел к пунктирной. Ну и вот здесь тоже практически пришел. Та же картина. Та же самая картина. Это говорит о том, что когда мы увидим вот такое, ну, значит, мы увидим вот такое, естественно. Приход опять к своей зоне сопротивления возможной. И это рост биткоина и альткоинов. Как минимум отскок у биткоина, а альты могут нам иксануть, показать иксы. Теперь дальше идем. Total 2. На Total 2 у нас такая же картина. Смотрите, RSI у нас опять перепродан, да? Пришел к пунктирной. Тут у нас формируется дно, RSI показал перепроданность. Мало того, тут у нас красная вот эта зона поддержки, что нам дает дополнительное понимание, что будет вот такой отскок. Может быть, вот это и будет альтсезон, потому что у нас еще интересное происходит на доминации биткоина. Сейчас я вам покажу скоро. Итак, дальше. Тоже смотрим на прошлое. Вот тут RSI коснулся своей пунктирной. Вот оно уже дно. И вот видите, какое оно было. То есть формирование его такое. Вот здесь RSI коснулся. Так, график надо было поднять чуть-чуть. Ну, короче, вот там тоже дно. Так, хорошо. Теперь, чтобы не забыть, доминация биткоина. И на доминации биткоина мы видим, что вот он паттерн, голова и плечи. Доформировалось вот это правое плечо. И может отработка быть вот такая как раз. Почитайте пост. Это пост у нас за 24 февраля. По нему будут делать апдейты по доминации биткоина. Очень важно. Когда она будет падать,
Где-то внизу там мы будем продавать все наши альткоины. Ну, тут, в принципе, я, по-моему, цели где-то указал. Нет, в посте цели не указал. Но я в апдейте укажу цели на доминацию, где можно будет распродавать все альткоины после роста. И еще у нас Total 3. Total 3 это у нас все альткоины отдельно от эфириума. На Total 3 у нас такая же картина, как и на всех остальных тоталах. Видим опять RSI перепродан. В прошлом тоже приходил. Вот оно формировалось тут дно. Вот приход был. Вот здесь пришел, вот оно дно. То есть видим, что то же самое. Плюс приход к своей зоне поддержки, вот к этой красной. Это очень хорошо, потому что это нам тоже дает понять, что отсюда может быть отскок. Отскок – это восстановление, опять-таки, всех альткоинов. Может, не всех, потому что не все, скорее всего, вырастет. Я поэтому говорю, смотрите ваш портфель, что у вас там лежит. Если у вас альткоины лежат там какого-то 4, 3, 5 эшелона, они вам, я не знаю, они могут и не вырасти. Вы должны знать, что вы кладете в портфель, каждый альткоин, что за собой несет. Мы периодически делаем ребалансировку портфелей, ну, такое мероприятие тоже устраиваем периодически. И у людей бывают такие альткоины, которых даже тикеры я не знаю. И надо бывает ребалансировать портфель. Вы сможете частично ребалансировать ваш портфель даже вот этим вот бонусом, бонусным альткоином. Потому что если все даже соскамится или не вырастет, то он уж точно вырастет, его толкать будут. За ним очень такое сильное, ну, сильные люди за ним стоят, и проект очень сильнейший, просто очень сильнейший. И теперь, если все резюмировать, мы можем заключить то, что рынок сейчас находится на своем дне. Практически где-то вот его нащупывает, формирует и может скоро отскочить, когда мы увидим, допустим, то же самое падение доминации USDT. И очень хорошо вчера это показали альткоины, которые по чуть-чуть уже начали расти, хотя 35% у каких-то альткоинов или 25% за вечер это очень даже неплохо. Это значит есть потенциал на дальнейший рост. Скорее всего это не отскок дохлой кошки, после которого все еще ниже идет, потому что у нас, как мы рассмотрели, все показывает на то, что рынок находится где-то внизу и должен показать вот этот хороший отскок. Поэтому следим за ситуацией, что будет дальше. Я продолжаю обозревать рынки, и мы продолжаем работать. Всем пока.